Друзья, всем привет! Сегодня у меня небольшая новость, которая прошла, наверное, незаметно. Может, конечно, она ничего и не значит для нас особого, но что-то меня терзает смутные сомнения. В общем, Россети с главой Кабардино-Балкарии собрались там на совет обсуждать дальнейшее развитие электросетевого комплекса. Ну, там много чего написано, все это читать, повторять не буду. Совместные усилия, восстановление электросетевого комплекса, улучшение масштабной работы. Ничего вам это не напоминает? Но вот не наводит ни на какую мысль. Пишите в комментариях, если навело, может на паузу поставить. Вот меня навело. Я думаю, не получится ли так, что вы опять ничему не научились? Ни в Твери не научились, ни в Дагестане не научились. Новые учения нужно глобально объявлять. Срочно в Кабардино-Балкарии у всех. А самое главное, у нас сейчас и так в РЭСе 1,5 монтера. Ну, вот до недавний момент точно было, пока я знал. Все остальные в разных местах. То есть вы мне так и скажете, да мы и так уже не дома работаем, да, нигде должны, не на своих рабочих местах. Я говорю, да я знаю. Но тут опять снова масштабное учение. О чем я? Да, 1,5 монтера на весь район, во всем РЭСе. Они взялись даже за УВБ. А у нас единый УВБ, я уже говорил в прошлом ролике, когда смотрели фильмы, да, пропагандистские как раз об этих учениях. УВБ группы подстанций вменили обязанности еще в УВБ РЭС, в 2 раза объем увеличили. И, в общем, они теперь и по подстанциям, и по РЭСу. Электромонтеров РЭС увезли по разным точкам, там по разным городам, говорит, рассказать, кто где. Осталось 2 человека там или 3 на весь район. УВБ тоже каждый день уезжает в командировки в Верхний Ландих, по-моему. То есть, говорят, как едут 5 часов туда, 5 часов там работают и 5 часов назад возвращаются. Эффективность работы охрененная. Ну просто шок. Вот это меня сейчас что? Опять же, я об этом подумал. Не тестируют ли они сейчас на вас переход как раз на одноуровневую систему управления? Вот теперь думаю, что, наверное, вот эта задумка у них и есть. Теперь так будет вечно. Придумают свой цифровизованный РЭС, но они в своих розовых фантазиях, как всегда, да? Расхлебывать-то вам придется. И теперь у вас не будет системы РЭСов, выстроенной годами, нашими дедами. Отечество наше создавало, когда отечество, потому что отцы и деды. Про отечество мы потом поговорим, я не зря сейчас завел речь. Система, которая должна работать стабильно, да, она и работала стабильно. В районе, где что-то случается, РЭС все восстанавливает, система так и работает. То есть все на местах, система функционирует как единый организм. Теперь же нет, отсюда туда, сюда, туда, туда-сюда, там что-то случилось, пока они там работают, у нас град вот такой вот вылетел, я все, говорю, пипец, сейчас все подключает, а нет никого. Говорят, срочно оттуда, потом на следующий день вызывали, они аварии, никто не справляется. Оттуда вызвали, они с Верхнего Ландии, там 10 часов ехали, в 4 утра выехали, чтобы устранять сюда аварии. Эффективность работы просто зашкаливает. Я сейчас уже рассуждаю как потребитель. Я уже с вами не работаю, я потребитель, у меня страшное лето только начинается, сейчас пойдут грозы и все остальное. И я как-то хочу комфортно уже себя чувствовать, да, ведь Россети-то работают, как там говорили, блин, на благо Отечества, на благо народа. Я вот просто думаю, сейчас пух, и все, и будем мы сидеть сутками, ждать, когда приедут с Кабардино-Балкарии, нам тут все восстановят. Ну или с других районов, те, которые остались, а у них там тоже нахреначит, а там, и вот так сюда, эффективность. Вы меня поняли, наверное, да? К чему я про отечество-то? Вот, про отечество. Если опять учения-то у вас случатся, Кабардино-Балкарии внезапно, и вы же не умеете учиться, понимаете, вообще вот необучаемые. Работаете по 20-30 лет и ничему не можете научиться. Профессионалов-то из вас никакие, они только там одни. Вот если эти учения опять объявят, величайшие, грандиозные, ах, комары, ужас какой. Не снимают, ну а что, они же привыкли как учение, так ролики опять снимать. Пропагандист, мы, конечно, с вами обязательно его посмотрим вместе, да? Опять скажут, это величайший герой, как там, ну, героями вас будут называть, прямо, от души такие, герои настоящие, это работают настоящие герои всего. Так вот я к чему, знаете, кто настоящие герои? А вот потому что неделю назад, наверное, может чуть меньше, тоже новость новенькая, сейчас я вам уже расскажу. Владимир Путин, да, глава государства, наградил медалями за заслуги перед Отечеством
высший менеджмент Россетей, да, и некоторых дочерних компаний, там, ФСК ЕС и Ленэнерго, и еще там какие-то, ну, несколько людей, не знаю кто, в общем, генеральный директор, там, зам генерального директора, еще там разные люди. Я не знаю, если кому-то из вас сдали, вы меня сейчас смотрите, орден заслуги перед Отечеством, обязательно напишите об этом в комментариях. Это, конечно, смешно, я вот не уверен, но вдруг напишите на всякий случай. Вот, на самом деле, оказывается, кто у нас во благо Отечества-то. Вот кто на самом деле настоящий герой. Но мы обязательно просмотрим ролики, что это и вы. Как же без этого никуда. В общем, вот такие вот небольшие новости. Это просто хотел вам рассказать, что возможно, мое предположение, потому что раз расстраивать, договаривается электросетевой комплекс, ну, наверное, так же, как в Твери, как в Дагестане, там, с главами регионов, всего остального, республик. Собирайте чемоданы побольше. Тут-то вы уже не на 15 дней уедете, там, на месяц, а на несколько месяцев будет трудиться, учиться, потому что учиться, еще раз учиться Ленин завещал. И не можете вы учиться, в этот раз надо у вас больше учить, вот они так подумали, наверняка. Да, и ставьте лайки обязательно, проверяйте, что стоит, ну а кто не поставил, того не стоит. Все, всем пока.